Привет, с вами снова Ренат. Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала в этот теплый солнечный день 7 июня 2020 года в городе Астрахань. Сегодня у нас очередная 7-я часть нашего долгого повествования о выращивании клоновидных яблонь, и в ней я вам расскажу все о верхушечной почке, о том, какую ценность она представляет для клоновидной яблони. Немного остановимся на вымерзании верхушечной почки, что делать в таких случаях, как вести клоновидную яблоню. Очень надеюсь, что мое сегодняшнее видео вам понравится. Ну вот я вам показываю классический вариант клоновидной яблони, когда идет проводник, крона отсутствует, боковых веток соответственно нету, яблоки располагаются на стволе, вот плодушки, на них на следующий год будут яблоки. Сейчас в этом году яблоки вот на верхушке, как видите. В этом главное отличие клоновидной яблони от обычной яблони. То есть места она много не требует, их можно сажать рядом примерно в полуметре друг от друга. Теперь давайте рассмотрим три варианта развития клоновидной яблони за счет роста верхушечной почки. Первый вариант – это самый лучший вариант, когда верхушечная почка у нас одна. Прирост яблони осуществляется за счет центрального побега, который развивается из верхушечной почки. Это самый лучший вариант развития яблони. В идеале у клоновидной яблони должна быть только одна верхушечная почка. Мы всегда должны к этому стремиться. Это идеальный вариант развития клоновидной яблони, когда верхушечная почка идет одна, являясь продолжением ствола. Вот видите? Вот хотел бы показать еще несколько вариантов. Вот видите, идет центральный побег. На конце находится верхушечная почка. Вот за счет роста вот этого центрального побега у нас осуществляется прирост. Прирост у нас может составлять где-то до полуметра. К примеру, вот эта клоновидная яблоня дает прирост в год около полуметра, даже 70 сантиметров. Этому дереву 3 года. Ну, вот еще одна клоновидная яблоня. Вот видите, на конце верхушечная почка и идет прирост. Вот еще один вариант клоновидной яблони с хорошей верхушечной почкой. Ну вот очередная клоновидная яблоня с центральной верхушечной почкой, не нарушенной. Вот тоже неплохой вариант развития клоновидной яблони. Вот ствол. Центральный побег, на его конце верхушечная почка. Вот показываю еще одну клоновидную яблоню с ненарушенной верхушечной почкой. Вот еще один вариант клоновидной яблони с идеальной верхушечной почкой. Смотрите сами. Вот у нас идет ствол. Вот, и окончанием ствола как раз является верхушечная почка. Вот она одна. Какая мощная. Строго вертикальная, вот, и без вариантов, то есть у нее нету конкурентов. Итак, мы рассмотрели первый вариант, когда у нас верхушечная почка идет строго вверх, она одна и у нее нет конкурентов. Давайте теперь рассмотрим второй вариант. Его я, как уже говорил ранее, специально оставил для этого видео. Вот смотрите, идут две верхушечные почки. Вот это раз, а вот это два. Ну, я знал про это, что у меня идут на одной из яблонь две верхушечные почки, но я специально оставлял для видео этого, чтобы вам показать и наглядно, чтобы вы увидели, что две верхушечные почки вести нежелательно, конечно. Это неправильно. И сейчас я вот удалю одну из верхушечных почек. Ну, давайте посмотрим, какую удалить, какую оставить. Но я считаю, что вот эту можно оставить. Она немножко выше, посильнее. Вот видите? Вот, а вот эту удалить. Ну, еще плюс вот эта, она немного более вертикальнее, что ли. Вот смотрите. Вот она идет вертикально. Вот, и вот сейчас вот в этой части рассказа о клоновидных яблонях мы ее устраним. Ну, вот видите, откуда она начинается. Ну что, поехали. Прощай, ненужная верхушечная почка.
Итак, все, мы ее удалили. Вот она нам не нужна. Это была верхушечная почка конкурент, которая быть не должна. Итак, давайте еще раз глянем на эту клоновидную яблоню, где мы только что устранили верхушечную почку конкурента. Вот третий вариант развития клоновидной яблони с 3 верхушечными почками. Об этом я знал еще весной, но специально оставлял для того, чтобы выпустить видео на эту тему. Вот первая верхушечная почка, вот видите? Она самая высокая из всех. Рядом вторая верхушечная почка, это тоже верхушечная почка, видите? Вот их 2 рядом. Раз, 2. А вот третья пошла. Вот она. Вот это вариант с 3 верхушечными почками. Мы должны избавиться от 2. Вот смотрите, мы должны оставить самую сильную. Вот она выше, чем вот эта. Причем она идет более по центру. Это немножко уходит в бок. Поэтому мы в качестве оставления верхушечной почки будем рассматривать вот эту. Ну, вы, наверное, меня спросите, почему я весной не оставил вот эту верхушечную почку одну и не избавился от второй. Ну, во-первых, я не знал, который из них будет сильнее и который будет вертикальнее, можно так сказать. К тому же я хотел сделать обучающее видео на эту тему, на тему верхушечной почки. Ну вот видите, какой теперь у нас идеальный вид приняла клоновидная яблоня. Вот у нас центральная верхушечная почка идет одна. Вот у нас идет ствол. Вот показываю с другого ракурса. Вот у нас идет яблоня, ствол и верхушечная почка. Все. Тех 2 уже нет ненужных почек. Итак, мы вкратце остановились на развитии клоновидной яблони с 1, 2, а также 3 и более верхушечными почками. Одна из самых основных проблем у клоновидной яблони — это когда у нас подмерзает верхушечная почка зимой. Вы очень часто пишете мне в комментариях, что у вас в течение нескольких лет не цветут и не плодоносят клоновидные яблони. Не в последнюю очередь вы связываете это с тем, что у вас очень холодно зимой и верхушечная почка подмерзает. Это правильное утверждение. В Астраханской области очень хорошо выращивать клоновидные яблони, потому что здесь летом стоит жара, зимой не бывает заморозков, да и весна и осень тоже относительно теплые. Вот и сейчас в Астрахани начало июня, но стоит очень сильная жара, около 33 градусов тепла и безветренно. Итак, что же у нас происходит при подмерзании верхушечной почки? Когда верхушечная почка подмерзает, то яблоня начинает ветвиться и выкидывает большое количество побегов. Здесь необходимо очень грамотно подойти к этому вопросу и бездумно не отрезать все побеги. Необходимо обязательно дождаться весны и посмотреть, какой из побегов даст большее количество почек и будет наиболее сильным. Вот именно его, и главное, чтобы он был вертикальный желательно, его оставляют. Надо, конечно, понимать, если мы не оставим одну верхушечную почку, а допустим рост 2 или нескольких побегов, то тогда клоновидная яблоня потеряет свою классическую форму. Многие садоводы-любители рекомендуют в сентябре подрезать лист наполовину или полностью возле верхушечной почки для того, чтобы остановить вегетационные процессы, для того, чтобы дать подготовиться яблоне к зиме и чтобы вызрела древесина. Зная об особенностях климата в том или ином регионе, мы со своей стороны должны проводить ряд профилактических мер, направленных на то, чтобы у нас не промерзала как верхушечная почка, так и ствол дерева, для чего накрывать белым нетканным материалом верхушечную почку и ствол дерева. Самое главное, чтобы эта ткань пропускала воздух. Итак, на этом мое короткое видео подошло к концу. Старался максимально вам коротко и ясно изложить информацию по ценности верхушечной почки для клоновидной яблони. Если мое видео было вам интересным, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересного и полезного. Также прошу написать в комментариях, в каком состоянии находятся ваши клоновидные яблони и подмерзает ли у них верхушечная почка. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.